Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях. В сегодняшнем видео будет 25 изданий, 14 из которых будет в формате 4К и 11 изданий в формате Blu-ray, из которых из этих 11 это 5 иностранных и 6 российских изданий. Вот из 5 иностранных 3 издания с русским. Итак, как обычно, я покажу вам сначала иностранные издания с русским. В сегодняшнем видео их таких изданий будет 3. И первое из них это фильм с Беном Аффлеком в главной роли. Военная драма, военная романтическая драма, которую снял режиссер Майкл Бэй, а спродюсировал Джерри Брукхаймер. Известная картина. До этого у меня в коллекции не было этого фильма, но вот наконец-то приобрел. Поэтому теперь есть у меня этот фильм «Перл-Харбор». Не доставало этого фильма для коллекции фильмов Майкла Бэя. Картина «Перл-Харбор». Это венгерское издание с такой вот накаткой. И накатка уже на английском. Главную роль, как я уже сказал, Бен Аффлек. Фильм Майкла Бэя «Перл-Харбор». Далее следующее издание. И это фильм под названием «Слезы солнца». Это картина режиссера Антуана Фукуа, который известен по фильму «Тренировочный день». Мы его, кстати, в сегодняшнем видео тоже увидим. Но сначала вот такое вот чешское издание с русским. Здесь у нас в главной роли снялся Брюс Уиллис. Открываем. Видим здесь издание от Sony. Такая вот накатка. Простая, традиционная для тех изданий тех лет. И такой вот внутренний арт. «Слезы солнца». Этот фильм также с русским языком. Фильм Антуана Фукуа с Брюсом Уиллисом. «Слезы солнца». И, наконец, последнее издание с русским языком, которое я давно хотел и приобрел. Это такой вот фильм «Семейка Крудс. Новоселье». Продолжение. Также чешское издание. Издание с русским языком. Это единственный регион. Единственное издание, которое в обычном Blu-ray с русским языком. То есть фильм так-то еще вышел и в 3D русским языком, и в 4К. Но на обычном Blu-ray только в Чехии. Такая вот у меня есть отдельный кинофлаер от этого фильма. Здесь видим, кто озвучивал в русском дубляже персонажей некоторых данного фильма. Ну и, конечно же, если взял вторую часть, то у меня в коллекции до этого и была и первая часть, которая выходила давно. Выходила. Такой вот фильм «Семейка Крудс». Анимационная картина студии DreamWorks Animation. Поэтому получается теперь у меня обе части, и первая, и вторая. Такая вот анимационная серия есть в коллекции. Ну, это получается «Семейка Крудс» — это самый последний анимационный фильм от DreamWorks, который выходил с русским. То есть после него следующие картины уже были издания без русского. Такое вот пополнение. «Семейка Крудс. Новоселье». На этом издание с русским все. Но вот следующее издание можно смотреть всем, потому что в нем совсем никто не говорит. То есть нету диалогов. И это такое вот издание от Criterion. Это латвийский фильм, латышский, под названием «Поток». Видим здесь «Поток». Здесь помимо анимационного фильма «Поток» полнометражного, также есть анимационный фильм «Away», который по-русски назвали «Таинственный остров». Этот фильм тоже без диалогов, поэтому обе картины
из данного издания полнометражных можно смотреть и без знания языка, потому что в этих двух картинах никто не говорит. Такое вот интересное издание. Сейчас есть такое вот оформление. Такой вот арт. Здесь видим за этим диском кота. А эти я два диска доставать не буду. Там просто пейзаж темный такой. Фильм «Поток». К нему идут такие вот наклейки, такие вот стикеры с животными и с своим названием. И также идет такой вот буклет, точнее не буклет. С одной стороны видим такой вот арт длинный, а с другой стороны видим много текста, который рассказывает про создание данной картины. Ну и в конце еще такое вот изображение. Этот анимационный фильм выиграл в 2025 году Оскар за лучший анимационный фильм. Вот поэтому я решил себе приобрести в коллекцию данную картину. Латвийский анимационный фильм под названием «Поток». Победитель Оскара 2025 года. Так. Такое вот издание от Criterion. Но это не единственное издание от Criterion в сегодняшнем видео. Также приобрел победителя 23 года. Это у нас Пиноккио Гильермо дель Торо. Такое вот издание, также от Criterion. Здесь уже без русского языка. Здесь уже нужно знание языка или использование субтитров. Видно здесь Пиноккио с таким вот носом. С другой стороны видим такой вот арт. И видим здесь интересно получается дерево. То есть так у нас получается нос Пиноккио. А так этот нос превращается в дерево. Такое вот интересное решение. Открываем. И здесь видим два диска. 4К и Blu-ray. Blu-ray здесь заложен на американский регион. На регион А. И также здесь никаких дополнительных нету артов. И есть такой вот буклет. Достаточно толстый и красочный. Видим, здесь вырезал значок, который был у этого издания. То есть это издание Director Approved. То есть подтвердили режиссеры, участвовали в создании данного издания режиссеры. И вот видим здесь Гильермо дель Торо, содержание данного буклета. Видим здесь, кто в оригинале озвучивал. То есть здесь участвовали из известных актеров Уэн Макгрегор, Тильда Свинтон, Рон Перлман, Кристофер Вальц, Кейт Бланшетт. Такие вот актеры известные. Видим здесь арты, кадры из фильма. И далее рассказывается про создание данного анимационного фильма. Как создавалась кукла Пиноккио. Концепт-арты. Здесь видим создателей данной картины. То есть там помимо Гильермо дель Торо участвовал еще один человек в создании данного фильма. Это Марк Густавсон. То есть два режиссера у данной картины. Видим еще Гильермо дель Торо. Сверчок. Другие персонажи. И такой вот достаточно толстый буклет получается у данного издания.
Издание хорошее, и фильм тоже отличный. Как я уже сказал, он в 2023 году выиграл Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм. Получается, такой вот фильм Гильермо дель Торо и Марка Густавсона под названием «Пиноккио». Далее, следующая картина, и это боевик с Жан-Клодом Ван Даммом под названием «Двойной удар». Такого вот издания, это американское издание от МВД Rewind. Здесь 2 диска. Открываем. Здесь у данного издания 2 обложки. Одна обложка повторяет оформление такое, как на слипе, а другая, которую я перевернул, она вот выглядит так. Здесь информация, какие дополнительные материалы. Такие вот здесь 2 диска с интересным оформлением. И присутствует здесь мини-постер, который повторяет оформление слипа данного издания и другой обложки. «Двойной удар». Фильм, где Жан-Клод Ван Дамм исполнил сразу 2 роли. Сразу 2 персонажей сыграл. Такой вот боевик появился у меня в коллекции под названием «Двойной удар» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Далее, следующая картина. И это фильм Альфреда Хичкока, который называется «На север через северо-запад», или другое название «К северу через северо-запад». То есть два названия встречаются. Это известная достаточно картина от Альфреда Хичкока, шпионский фильм, где у нас сыграли Кэрри Грант, Эва Мэри Сейнт и Джеймс Мейсон. Здесь видим этого актера Кэрри Гранта. Издание от Warner Brothers, американское. Здесь такое же оформление. Открываем. И здесь такая вот накатка диска, которая не совсем пустая. Видим здесь изображение голов президентов на горе Рашмор. Такой вот фильм Альфреда Хичкока «На север через северо-запад». Эти издания, конечно же, без русского языка, но вот в отношении этого и следующего я покажу то, что было в предыдущем пополнении. Но сначала покажу следующее издание. И это у нас фильм про боевое искусство, где у нас снялись Джеки Чан и Ральф Мачо. Эта картина называется «Каратэ Пацан. Легенды». Такое вот издание, американское. Здесь 2 диска. Blu-ray и 4K. Оба с изображениями, не совсем пустые. Есть, конечно же, код. И сначала покажу, что у меня уже было по этой серии. А потом расскажу насчет русского языка. Вот первый фильм, с которого началась эта серия «Парень-каратист» или «Каратэ-пацан». Также американское издание, без русского языка. Здесь уже накатки простые. И также есть у меня и такой вот ремейк 2010 года, который сначала рассматривался как ремейк, но благодаря этой картине теперь данный фильм относится к той же вселенной, что и предыдущие все фильмы из этой серии «Каратэ-пацан». Такие вот 3 картины есть у меня из этой франшизы.
А теперь покажу то, что относится к этим вот двум фильмам. К северу, через северо-запад и Каратэ-пацан Легенды. Так же, как и в предыдущем видео, эти фильмы в цифре я получил с русским языком. Наверху одевается. Скажите, что я приехал. Он ожидает гостей на обед. Неважно, скажите ему. Каплан. Кстати, что на десерт? В библиотеке никого? Никого. Сюда. Вот видим, к северу через северо-запад. Вот Google TV и Каратэ-пацан Легенды. Также открываем. Стоп! Ладно, знаю, сосредоточься. Слишком широкая стойка. В карате более прямая, чтобы шагать к противнику. Сенсей Ларуса. Хан Шефу. Что привело в Нью-Йорк? Такое вот получается. То есть эти фильмы на дисках без русского, но благодаря кодам из этих изданий получил эти два фильма в сервисе Google TV с русским языком. К северу через северо-запад и Каратэ-пацан Легенды. То есть это относится к этим двум фильмам. А теперь продолжаем и переходим к следующим картинам. Следующая картина — это фильм режиссера Фрэнка Дарабонта под названием «Зеленая миля». Да, у меня до этого был данный фильм на Blu-ray и на DVD, но все-таки решил приобрести себе в данную картину их 4К. И наконец-то приобрел, благо стоил он не так дорого. И такие вот здесь получаются накатки. Это, конечно же, известная картина, имеет достаточно высокий рейтинг. Здесь снялся в главной роли Том Хэнкс. И ряд, наконец, что этот фильм появился у меня в коллекции. Картинка здесь отличная. Поэтому теперь и «Зеленая миля», вот так же, как и «Побег из Шоушенка», есть у меня в 4К в моей коллекции. Фильм Фрэнка Дарабонта по роману Стивена Кинга с участием актера Тома Хэнкса «Зеленая миля». Далее переходим к следующей картине. И это второй фильм режиссера Антуана Фукуа в сегодняшнем видео. Про этот фильм я уже говорил. Это «Тренировочный день». Известная картина, в которой снялись в главных ролях Дензел Вашингтон и Итан Хоук. За роль в данной картине Дензел Вашингтон получил свой второй Оскар, а первый у него был за фильм «Слава». Такое вот издание в формате 4К. До этого у меня был данный фильм только на DVD. Здесь такие вот накатки, не совсем простые. Видим здесь профиль города на обоих дисках, что на Blu-ray, что на 4К. И такая вот картина режиссера Антуана Фукуа с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком «Тренировочный день». Далее переходим к следующему фильму. И это картина режиссера Стивена Сомерса под названием «Ван Хельсинг». Это одна из попыток студии Universal перезапустить свою вселенную монстров, но оказалось не совсем удачная, хотя фильм не такой уж плохой, но для студии он меньше ожиданий принес. Но фильм отличный, поэтому взял себе в коллекцию. Здесь у нас в главных ролях снялись Хью Джекман и Кейт Бекинсейл. Здесь такая вот информация. Открываем. Здесь есть, конечно же, код. И, как обычно, у Universal диск 4К с нормальной накаткой, а с Blu-ray обычной с такой вот зеркальной накаткой. Такой вот фильм режиссера Стивена Сомерса с Хью Джекманом и Кейт Бекинсейл
под названием «Ван Хельсинг». Далее, следующая картина, и это последний пока что фильм режиссера Стивена Спилберга, но совсем скоро у него выходит новый фильм «День разоблачения». Но пока что самый последний, который уже вышел, это такая вот картина, полуавтобиографическая, под названием «Фейбельман». То есть сценарий к этому фильму писал сам Стивен Спилберг совместно с еще одним человеком. И в том числе использовал при создании сценария факты из своей жизни. Вот такой вот фильм «Фабельманы» режиссера Стивена Спилберга. В отношении накаток здесь так же, как и у предыдущего издания. Видим такая вот накатка на 4К диске. Есть, конечно же, код. Снялись в этом фильме из известных актеров такие актеры, как Пол Данна, Мишель Уильямс, Сет Роген, а музыку написал Джон Уильямс. Такая вот картина режиссера Стивена Спилберга под названием «Фабельманы». Далее, следующий фильм, также от известного режиссера. Этот фильм называется «Мама». Восклицательный знак. Это фильм режиссера Даррена Аронофски, в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем. Издание американское, так же как предыдущие. Это издание от Paramount. Здесь накатки простые. И такой вот фильм под названием «Мама» режиссера Даррена Аронофски, Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом. И осталось вам показать на 4К еще 4 анимационных фильма в сегодняшнем видео. Точнее, это 3 анимационных фильма и 1 лайв-экшен. То есть фильм с живыми актерами на основе анимационного фильма. И сначала покажу такое вот издание. Это у нас «Южный парк», большой, длинный, необрезанный. Полнометражный мультфильм по этому сериалу. Хорошая картина, мюзикл, мне понравился. И поэтому решил себе приобрести в коллекцию наконец-то данную картину. Открываем. Накатки здесь, так же как у других изданий, обычно у Paramount простые. То есть у нас здесь Blu-ray диск синего цвета и 4К диск черного цвета. Как и обычно боксы этих форматов. Большой «Южный парк», большой, длинный, необрезанный. Полнометражный анимационный фильм по этому сериалу. И осталось показать 3 фильма от DreamWorks Animation. И первый из них это картина «Как приручить дракона». Это у нас фильм с живыми актерами, который сделан по книге, ну и по серии анимационных фильмов. Сейчас покажу. Такое вот издание в слипе. Выпускал Paramount. Ой, не Paramount, Universal. Видим здесь накатки. Как приручить дракона. Фильм 25-го года. Как приручить дракона. Полнометражный фильм на основе анимационного фильма. Первый ремейк у студии DreamWorks Animation. И у меня в коллекции есть 3 анимационных фильма, которые также же называются «Как приручить дракона», и все они также в формате 4К. Это первый фильм «Как приручить дракона».
И этот полнометражный фильм с живыми актерами снял тот же режиссер, что и анимационный фильм. Далее, «Как приручить дракона» вторая часть, также в 4К. Ну и, наконец, третья часть «Как приручить дракона 3». Такая вот получается коллекция. Фильм с живыми актерами «Как приручить дракона» и 3 полнометражных анимационных фильма. Такая вот коллекция. «Как приручить дракона». Анимационный фильм от студии DreamWorks. Точнее, это анимационные фильмы, а это их первый ремейк с живыми актерами с таким же названием. Далее переходим к следующей картине от DreamWorks Animation. И это их известная работа, которая сделана в традиционной анимации. И фильм называется «Принц Египта». Известная картина, песня из которой была удостоена Оскара. С русским на Blu-ray фильм не выходил. И решил себе приобрести такое вот издание в формате 4К, где 2 диска, Blu-ray и 4К. Конечно же, есть код, который уже использован. Анимационный фильм от DreamWorks Animation «Принц Египта». Ну и, наконец, последнее 4К издание в сегодняшнем видео. Это еще один полнометражный анимационный фильм от студии DreamWorks Animation. И фильм, который вышел в 2025 году, это у нас «Плохие парни 2». Такое вот издание. Открываем. Такие здесь накатки. Фильм неплохой. Первая часть у меня есть в коллекции, сейчас покажу. И поэтому решил себе приобрести в коллекцию и вторую часть. Это вот вторая часть, а это первая часть, которую также приобрел не так уж давно. Также анимационный фильм от студии DreamWorks Animation. Получается, есть у него в коллекции обе части «Плохих парней» анимационных фильмов. «Плохие парни» и «Плохие парни 2». На этом 4К издание все. И осталось показать Blu-ray издание. Сначала 2 Blu-ray издания без русского языка. И первое из них это фильм Эон Флекс. Такой фантастический боевик с Шарлиз Терон. Это американское издание. Старое очень американское издание от Paramount. Открываем. Видим здесь такую вот накатку. При этом, которая не совсем простая, как бывает у Paramount, а с изображением, которое повторяет обложку данного издания. Фильм научно-фантастический с актрисой Шарлиз Терон под названием «Эон Флакс». И, наконец, последнее иностранное издание в сегодняшнем видео. Это фильм режиссера Вольфганга Петерсона. Фильм «Катастрофа» про вирус. Фильм под названием «Эпидемия». Здесь у нас снялись Дастин Хоффман, Рене Руссо, Морган Фриман. Они здесь на обложке. Также здесь из других актеров снялись Кьюба Гудинг-младший, Патрик Демпси, Дональд Сазерленд и Кевин Спейси. Такой вот фильм «Эпидемия». Видим такая вот обложка с обезьяной. Точнее, накатка с обезьяной данного издания. И это получается еще один фильм режиссера Вольфганга Петерсона в мою коллекцию. Фильм под названием «Эпидемия». И осталось вам показать только российские издания.
Их осталось всего 6. Первое из них — это такое вот издание в слипе «Подальше от тебя». В этом фильме снялись Кэмерон Диас, Тони Коллетт и Ширли Маклейн. Фильм от режиссера «Секрета Лос-Анджелеса» и автора романа Эрин Брокович. Здесь такое же оформление. И на накатке есть такое же оформление. То есть никаких особых здесь ничего не придумали. Одинаковое оформление, что на слипе, что на обложке, что на накатке диска. Фильм с Кэмерон Диас, Тони Коллетт и Ширли Маклейн «Подальше от тебя». Далее. Следующая картина, которая также в слипе, это драма Стива Маккуина под названием «Вдовы». Здесь у нас снялись Виола Дэвис, Мишель Родригес, Элизабет Дебеки, Синдия Эриво, Колин Фаррелл, Роберт Дюваль, Дэниел Калуя и Лиам Нисон. Здесь видим сверху и снизу, кто здесь снялся. «Вдовы». Видим, здесь в составе издания есть аутбук. Сейчас его посмотрим. Здесь такое же оформление. Присутствует здесь внутренний арт. Это отдельно я флаер положил. Здесь его не было. И такой вот внутренний арт у фильма «Вдовы», у этого издания. Накатка здесь простая. Это возвращаем сюда. И присутствует здесь, как и написано, артбук. Такой вот буклет, где у нас кадры из картины показаны и кадры со съемок. Видите, здесь подписаны актеры, которые снялись. Это хорошо, не всегда так бывает. Видимо, режиссера данной картины. Кадры со съемок. Еще актеры. И на этом данный буклет заканчивается. И такая вот получается картина режиссера Стива Маккуина под названием «Вдовы». Далее, следующее издание. И это, наконец-то, у меня появился в коллекции фильм из серии «Проверено временем» под названием «Четыре комнаты». Это такой вот альманах, который объединен этим вот персонажем, которого сыграл Тим Рот. А режиссерами данной картины выступили Элисон Андерс, Александр Роквелл, Роберт Родригес и Квентин Тарантино. То есть я брал в первую очередь из последних двух режиссеров. Теперь у меня есть все издания этих двух режиссеров, которые выходили в данной серии. Картины это известные. Здесь 4 истории получаются. Такая вот накатка. И видим здесь диск от Sony Dats. Что, конечно же, очень хорошо. Получается такой вот фильм, киноальманах под названием «Четыре комнаты». Наконец-то данное издание есть у меня в коллекции. Далее, следующее издание. И это фильм, в котором снялся актер Джон Си Райли. И фильм этот называется «Взлеты и падения. История Дьюи Фокса». И этот фильм я взял потому, что это пародия на байопики. То есть интересно посмотреть. Поэтому приобрел себе в коллекцию. Открываем. Здесь накатка на английском, то есть диск сделан на Sony Dats австрийском. Что, конечно же, хорошо. И, наконец-то, данный фильм появился у меня в коллекции. «Взлеты и падения. История Дьюи Кокса» с актером Джоном Си Райли.
И осталось только 2 издания. Первое это у нас «Иллюзия обмана». Известная картина такая. Сейчас в этой серии 3 фильма, а у меня в коллекции была только до этого 2-я часть. Но наконец-то привез себе в коллекцию 1-ю часть. Здесь снялись Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Вуди Харрельсон, Мелания Лорен, Айла Фишер, Дэйв Франко и Майкл Кейн и Морган Фриман. Такое вот издание. Издание, конечно, не в самом лучшем состоянии. Видим здесь так вот. Но с диском все нормально, воспроизводится. Поэтому я рад, что за недорого удалось приобрести данный фильм «Иллюзия обмана». Ну и хочу закончить данное видео черной комедией режиссера Джона Лэндиса. И комедия эта называется «Руки-ноги за любовь». Это комедия, основанная на реальных событиях, которые происходили в 19 веке. И в этом фильме снялись Саймон Пегг, видим здесь этот актер, Энди Серкис, Айла Фишер и Том Уилкинсон. У меня от этого режиссера есть несколько фильмов в коллекции, то есть «Поездка в Америку», «Поменяться местами», «Полицейский из Беверли-Хиллз 3». И вот еще один фильм данного режиссера. И это самый последний его фильм «Руки-ноги за любовь». Такое вот издание. И это последнее, что хотел вам показать в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки и в следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.